Узнать о прошлом Табакерки, познакомиться с животными Дальнего Востока и полюбоваться работами известных художников москвичи и гости столицы могут в метро. А все благодаря тематическим поездам, которые посвящены известным людям, культуре, науке и истории. Всем привет! Это Ян Буян. И сегодня я вам расскажу, какие необычные поезда курсируют в столичной подземке. Первым тематическим составом московского метро стал женский поезд имени 8 марта. Он курсировал по Сокольнической линии примерно до 1975 года. Затем вагоны типа А, которыми был укомплектован состав в рамках плановой модернизации, заменили на новые. А это уже старейший среди работающих именных поездов. Народный ополченец посвящен ветеранам Великой Отечественной войны. Его запустили на Замоскворецкой линии 33 года назад. Но тогда он мало чем отличался от обычных поездов. В 2006-м снаружи на вагоны нанесли вот эти надписи, а внутри появились материалы о войне. За последние годы в метро креативно оформили десятки составов. К слову, на разработку макета тематического поезда уходит минимум 3 месяца, а монтажные работы занимают от 5 до 7 дней. При создании проекта первым делом определяют линию, по которой будет ходить тематический поезд. От этого зависит состав, какой серии будут оформлять. Поезд великий русский артист Олег Табаков не случайно запустили на Калужско-Рижской линии. Это очень символично. На станции Рижская было общежитие школы-студии МХАТ, где жил актер. На Тургеневской – старое здание Московского театра Олега Табакова. А на станции Сухаревская – новая сцена театра. В оформлении изображения витражей, которыми украшена новая сцена театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади, а также фотографии актера. Пассажиры могут узнать о семье Олега Табакова, о табакерке, которая появилась в подвале на улице Чаплыгина. Тут же в вагоне редкие снимки и кадры из фильмов с участием актера. Сейчас метро в Москве занимает 6-е место в мире по интенсивности использования. Первое в Европе по длине линий. С 2010 года сеть выросла почти в 2 раза, а к 2023 вырастет почти в 3 раза. Она состоит из 17 линий и 332 станций. Общая протяженность линий – 796 километров. Это самый быстрый, доступный и скоростной вид транспорта в столице. И совсем не удивительно, что каждый день московской подземкой пользуется около 1 миллиона человек. Обновляют поезда какими-то сумасшедшими темпами. С 2010 по 2023 год суммарно московское метро получит более 4500 вагонов. Для сравнения, за то же время метрополитен Гонконга закупил вагонов в 2 раза меньше, а Нью-Йорк отстал почти в 5 раз. А этот поезд хоть и не тематический, но не прокатиться на нем я просто не могу. Москва 2020. И вот преимущество поезда нового поколения. Экраны с интерактивной схемой, на которой можно спланировать маршрут. Диагональ увеличили с 19 до 27 дюймов и заменили сенсор, который теперь реагирует быстрее и точнее. Впервые в вагонах московского метро экраны не только на стенах, но и на потолке. Для информации о движении поезда и новостях столицы под потолком установили консольные LCD-мониторы, по 4 на каждый вагон.
А еще в таких поездах, по сравнению с купленными последние годы поездами Москва, USB-зарядок в 5 раз больше. Только вдумайтесь, 368 разъемов на 8-вагонный состав. На всех точно хватит. Позаботились и о здоровье пассажиров. Воздух в салоне нового поезда поступает уже очищенным. В каждом вагоне по 2 мощные установки обеззараживания. Вирусам и бактериям бой! Внешний вид нового поезда выбирали москвичи, а дизайн итогового варианта разработали совместно с бюро Italdesign, которое сотрудничает с Audi, Airbus, McLaren и Lamborghini. Также позаботились и о комфорте перемещения между вагонами. Теперь пройти из одного в другой можно без препятствий. А на выходе из вагона для пассажиров установлены более широкие и полностью стеклянные двери. А это, пожалуй, самый милый экспресс за всю историю Мосметро. Курсирует он по Арбатско-Покровской линии и запустили его осенью 2020 года. Посвящен этот поезд бездомным животным. В вагонах портреты 72 собак и кошек, которые ищут семью. Перейдя по QR-коду, каждый сможет ознакомиться с анкетой питомца, прочитать о его привычках, характере и поведении. А под фотографиями животных, которые нашли хозяев, стикер «Уже дома». Это поезд «Театр Ермоловой». Он перевозит пассажиров с мая 2021 года. Оформлен в театральной артистичной стилистике. Внутри состава атмосфера сцены. Здесь фото, интересные факты, творческий путь и другая информация о театре, его героях и проектах. А станции в поезде озвучивают заслуженная артистка Ирина Савина и народный артист Борис Быстров. Вы знаете их голоса по озвучке героев культовых фильмов и мультсериалов. Переход на Филевскую кольцевую линию. Выход к Киевскому вокзалу, павильону МЦД и аэроэкспрессу в аэропорт Внуково. В настоящее время на линиях метрополитена работает более 10 тематических поездов. Основная часть курсирует по Арбатско-Покровской линии. Не знаю, как вам, но мне безумно нравится ездить в таких вагонах. Напишите в комментариях, какой тематический поезд вам понравился больше всего. А также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!